Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю одну из самых популярных в данное время начинок для тортов. Это карамелизированные бананы. Также называются они бананы в карамели. Все покажу и расскажу в данном видео, как правильно их приготовить, на что обратить внимание при приготовлении и чтобы это блюдо у вас сразу получилось. Готовится оно буквально за несколько минут, но нужно знать все нюансы, на что обратить внимание. И это блюдо, конечно же, можно подавать как отдельный десерт к мороженому, к блинчикам, к булочкам, наполнять торты, пирожные, капкейки. Так, для этого я беру здесь 4 банана. Бананы достаточно крупные, и они должны быть вот такие зеленоватые, то есть они не должны быть такими переспевшими. Нарезаю сейчас банан примерно по сантиметру, может быть чуть поменьше, где-то чуть побольше, но чтобы это не было тонко. Вставляю пока их в сторону. Здесь 160 грамм сахара, то есть на каждый банан я беру по 40 грамм сахара. Сахар я сейчас поставила в сковороде с толстым дном на умеренный огонь, и также я сейчас нагреваю 80 мл сливок. Вместо сливок вы можете брать обычное молоко. Сливки 30% жирности довела практически до кипения, но не кипятила. Как только сахар начинает немножко плавиться вот так вот, как только он начинает становиться легкого янтарного цвета, я начинаю его немножко вот так вот перемешивать. Здесь он не засахарится, бояться этого не нужно, так как бананы впоследствии выделят свой сок, который содержит в себе много кислоты. И эта кислота нейтрализует именно эту карамель. И когда полностью разошлись все кусочки сахара, я добавляю туда сливки. Все это будет брызгаться, но это буквально недолго. Как только сахар объединился полностью со сливками, я добавляю туда 80 грамм сливочного масла. Оно должно быть комнатной температуры. Вы на этом этапе также можете слегка подсолить карамель, но я этого не делаю. И когда разошлось все масло, я сразу же добавляю туда все бананы. И вот с момента добавления бананов я буду их проваривать в карамели буквально ровно 1 минуту. Здесь это очень важно. Не нужно увлекаться провариванием более долгим бананов, потому что бананы очень мягкие, и карамель, когда мы ее уже снимаем с плиты, она тоже очень и очень горячая, на это нужно обратить внимание, и бананы в ней как бы доходят сами. И чтобы они у нас не были такими кашеобразными, а все-таки сохраняли свой вид, это очень важно. Консистенция у карамели очень хорошая для наполнения именно десертов. То есть я даже не добавляю здесь желатин потом впоследствии, когда я буду наполнять торт вот этими бананами карамелизированными. Итак, снимаем, ровно минута прошла, я снимаю это с огня и сразу же перекладываю в емкость, где они у меня будут остывать. Достаточно, чтобы они остыли до комнатной температуры. Видите, даже несмотря на то, что карамель очень горячая, она уже не такая уж слишком жидкая. Очень хорошая консистенция, я бы сказала, здесь идеальная. Для того, чтобы полностью они остыли, я обычно накрываю их пищевой пленкой. Также можно их поставить в холодильник, и они несколько часов простоят очень хорошо в холодильнике. И даже можно и на ночь оставить. Но дольше я хранить не советую. Вот такая консистенция у них. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.